В 2022 году, после ввода второй очереди, мощность Аршанской СЭС достигла 115 МВт, что сделало ее крупнейшей солнечной электростанцией в России. С 2014 года в промышленную эксплуатацию были введены 98 объектов солнечной генерации, входящих в единую энергетическую систему России. Кроме того, были введены в эксплуатацию не менее 13 объектов, не входящих в ЕЭС и мощностью более 1 МВт. Наибольшая мощность солнечной генерации была введена в эксплуатацию в 2019 году – более 500 МВт. А самой необычной СЭС стала первая в России мобильная наплавная солнечная электростанция на территории Нижнебурейской ГЭС. География новых объектов простирается от Краснодарского края, где солнечная электростанция была построена на территории Краснодарской ТЭЦ, и до Якутии. Там Русгидро ввело в эксплуатацию гибридные энергокомплексы в городе Верхоянск и селе Хану. Введенные объекты занимают площадь почти 300 гектар, на которых расположены более 450 тысяч солнечных модулей. Уровень локализации составляет от 70 до 83%. С 2014 года мощность солнечных электростанций, входящих в единую энергетическую систему, превысила 2 гигаватта. А доля мощности СЭС в установленной мощности электростанций ЕЭС России выросла с 0 до 0,85%. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии. С 2014 года выработка электроэнергии на солнечных электростанциях ЕЭС России выросла до 2,5 миллиардов киловатт-часов. А доля СЭС выработки электроэнергии электростанциями ЕЭС выросла с 0 до 0,3%. Рекордного коэффициента использования установленной мощности солнечные электростанции ЕЭС России достигли в 2020 году. Тогда КИУМ превысил 15%. Средний уровень локализации солнечных электростанций составил 78,2%. Большинство объектов было построено с локализацией 70, а 310 МВт были введены с локализацией 100%. Теперь подведем итоги. За 9 лет в промышленную эксплуатацию было введено 70 солнечных электростанций, входящих в ЕЭС России, общей мощностью более 2 гигаватт, и не менее 12 крупных электростанций, не входящих в ЕЭС России, общей мощностью более 28 мегаватт. В 2022 году СЭС ЕЭС выработали около 2,5 миллиардов киловатт-часов, а их КИУМ составил 14%. На сегодняшний день в России ведется строительство не менее 12 крупных СЭС общей мощностью около 240 мегаватт, 6 в Краснодарском крае, 2 в Ульяновской области, 3 в Свердловской и 1 в Омской области. Посмотрим на расположение и мощность 82 солнечных электростанций. Наибольшее количество СЭС находится в Оренбургской области – 14 электростанций мощностью 370 МВт. Самая мощная СЭС – Аршанская в Калмыкии. Ее мощность 115,6 МВт. Крупнейшая автономная СЭС построена на горнообогатительном комбинате Кубака в Магаданской области. Ее мощность 2,5 МВт. А самая мощная СЭС за полярным кругом построена в городе Верхоянск в Якутии. Ее мощность 1030 киловатт. На этом все.
Ставьте лайки и пишите в комментариях ваше отношение к солнечной генерации и к потенциалу возобновляемой энергетики.